Попытаемся сделать перерыв в наших исследованиях в различных теориях гравитации и займемся чем-нибудь более вдохновляющим, например, таким как рассвет путинизма и его главная проблема. Главная проблема, она состоит в следующем, на мой взгляд. Она состоит в том, что если достаточно проехаться по стране, посмотреть, что было и что стало на самом деле, мы видим, что эпоха путинизма развитого, это, я бы даже сказал, не ситуация расцвета России, да, фундаментального, а я бы даже сказал ситуация полета. То есть как бы страна изменилась по сравнению с советским периодом и с постсоветским периодом невообразимо. В первую очередь с точки зрения качества дорог, качества жизни и самое главное центров городов. То есть везде у нас рассвет, везде у нас праздник и так далее, и так далее. Но главная проблема, она состоит в том, что население в массе своем вот этот рассвет и этот самый полет полностью отказывается принимать. То есть брюзжит, жалуется, недовольно, ностальгирует по дефицитной, ну в Советском Союзе же все было в дефиците, гнилой картошки в магазине и так далее, и так далее. Это очень интересный социальный феномен. Почему вот при всем, ну, вот всем этим, тем, что мы наблюдаем вокруг нас, ну вот это мостостроение, дорогостроение, большое количество красивых иномарок на улицах, скоростные автомагистрали и всякое прочее, население этого не признает и очень сильно недовольно. Вот это наша главная проблема, и это то, что нам предстоит исследовать сегодня во время нашего стрима. Такие вот наши дела. Значит, давайте всегда, когда пытаются оценить развитие той или иной страны, используют определенного рода критерии. Ну, главный критерий это ВВП, который так любят, например, наши американские небратья в лице президентов там, того же Трампа или его предшественника Байдена, они здесь одинаковы. Другие, более интеллектуально изощренные, чем Трамп и Байден, они говорят о ВВП по паритету покупательной способности. Тоже очень важный такой показатель, но он на самом деле, как и любой показатель, является кривым. Более того, мы знаем, что это во всем мире, что в науке, что в политике, что и так далее. Когда ты начинаешь использовать определенного рода критерии, то в конце концов у тебя противная сторона эти самые показатели, критерии начинает просто-напросто подделывать или ориентироваться исключительно на них. Но один из самых красивых примеров, что ВВП на душу населения оценивалось по сложной формуле, и неожиданно выяснилось, что существует индекс Бигмака, который этот паритет, то есть соотношение цен в одной и другой стране, может очень хорошо описывать. Но в самом деле в одной стране стрижка стоит $100, а в другой $10. То есть одна и та же стрижка, приблизительно, она может обходиться в 10 раз дороже и 10 раз дешевле. Ну вот, что сделала Аргентина, она привязала тем самым свои какие-то показатели к индексу Бигмака, а потом выяснилось, что показатели эти очень плохие. Тогда они уговорили Биг Макдональдс в своей стране установить специальные цены на свой Биг Мак, и те установили. Но продавать они по таким ценам не могли очень дешево, и поэтому Биг Мак, он бы как числился во всех меню, всех ресторанов Макдональдса, но при этом нигде его по факту не было, он нигде не продавался. Вот такая забавная штука, связанная с чудесами аргентинской экономики была. И вот это всего вот этого самого касается. Поэтому давайте попытаемся скептически относиться к индексу паритета покупательной способности, но для этого мы в него возьмем и вначале заглянем нам просто-напросто в ВВП, вот как оно у нас выглядит. Вот такую я красивую картиночку срисовал где-то там, по-моему, того же самого Генби. И вот мы видим здесь такую вещь, не знаю, можно ее посмотреть. Есть микространы с чрезвычайно высоким уровнем жизни и высоким ВВП. Это Люксембург, супер офшор, это Ирландия, тоже супер офшор. Это Катар, где очень мало населения и много газа. Ну и Сингапур. Это все микространы с очень высокими цифрами номинала Норвегии. Но я опять вспоминаю, я вводил как-то по Петербургу крупнейшую специалистку норвежскую по усыновлению детей гей-парами, да, с говорящим именем Лизбет.
И надо было пообедать, и я завел ее в кафе-бистро, ну, на Невском, ну, практически на Невском. И там что-то начал покупать, наворачивать. Она этому меня удивленно как бы так смотрела, потому что с ее точки зрения я был на тот момент бедным аспирантом. И она говорила, что ее сын, который являлся студентом, не может себе позволить не ходить ни в какое кафе в богатой Норвегии. А тогда Норвегия была еще богаче, чем сейчас. А я спрашивала, почему. Она говорила, это очень дорого. Но это вот такое интересная вещь. Она просто на самом деле не представляла, кто я был на тот момент, наверное. Ну, это и хорошо. И вот точно офшор, значит, это Швейцария, тут идут всякие Гаяны, Брунеи, то есть микространы, которым повезло, что у них есть нефтяная вышка, им так повезло. Дальше страна, которая печатает валюту, печатает мировые деньги, это Соединенные Штаты Америки, мы все их видим. Дания, которая владычица морская, кроме того, осчастливила весь мир своим оземпиком или оземпиком, как он там называется, средством от похудания, для похудания. И так далее, и так далее. Вот мы это сейчас видим. И видим правую эту самую штуку, где Россия выглядит чрезвычайно достойно. Может быть, ее не рассмотреть на этой моей картинке, но скажу, что ее международный валютный фонд, да, это его страна. Да, вот. Он оценивает ее достаточно высоко. То есть он оценивает ее на 50 тысяч долларов США. Ну, рядом такая страна, как Португалия. Мы гонимся за ней. Ну, догнать и обогнать Португалию, помните, Путин подобного рода цель говорил. И вот почти догнали, но догнать по большому не можем. Эстония, самая богатая страна из постсоветских стран и так далее. Она такая же, как у России. Ну, чуть-чуть от нее отличающиеся, и дальше. Есть побогаче, значит, страны, которые незначительно богаче России с этой точки зрения. Это Япония, это Польша. Но, тем не менее, некие аборигены, которые были и в Польше, и в Японии, отвечают, что страны на самом деле достаточно бедные. Особенно и Япония. Ну, из людей, которые там бывали, это, можно сказать, Сергея Борисовича Переслегина, он говорил, что когда там побывал, что ощущение некоторой такой исключительной бедности, но не покидал его полностью. Там же долго жил Малеев, мы научно руководили по ПИАФу, но это было очень давно, и он ужасался этим бешеным ценам. Тут же Испания, тут же Израиль, то есть мы не сильно отстаем и от Испании, и от Израиля. Вот такие вот это вещи. Кстати, здесь Литва неожиданно оказалась. Оказывается, она обогнала Эстонию, удивительно. Богатая Саудовская Аравия, и вот наша Италия, про которую я все время говорю, что у нас уровень жизни выше, чем в этой самой стране. Но здесь мы видим, что это не так, разница достаточно большая, 25%, как и с Объединенным Королевством, как и с Кипром, совсем близко здесь же Франция, совсем близко Южная Корея, то есть еще при таких темпах 2-3 года, и Россия, разумеется, эти страны обгонит, как она обогнала и Грецию, и Венгрию, и Словакию, и прочие остальные страны. Такая вот рода история, которую мы видим и которую мы знаем. И опять я повторю еще раз, значит, почему вдруг оказывается, что Россия при всем этом, местное население считает фундаментальным образом, что мы живем много беднее, чем эти страны. В этом есть свои основания. Например, возьмем другой индекс какой-нибудь. Вот, сейчас я вам покажу его тоже. Вот такой вот индекс какой-то мы на него посмотрим опять. Вот, это автомобилизация настроения. Мы знаем, что недоступные автомобили у нас в стране, автомобиль легковой, это один из самых недоступных во всем мире. У нас очень низкий уровень автомобилизации населения. Вот Монако почти 900 автомобилей на 1000. В США показатель тоже близкий, то есть люди спокойно имеют там по 3-4 автомобиля. Лихтенштейн наш, Исландия, Люксембург, так далее. Австралия, автомобильные чисто страны. Ну вот и в конце самом, не знаю, видно или не видно, тут стоит, значит, Италия на 10-м месте в этом списке. Это 2010 год, это было давно, это все как бы все изменилось. У них 700 автомобилей на 1000 человек. Я уже говорил, что уровень жизни у нас будто бы выше, чем в Италии. Так вот у нас 320 до сих пор. Это данные 25 года, с самого его начала. То есть мы по-прежнему уступаем ведущим странам мира
просто в разы, например, в таком важном факторе, как автомобилизация населения. Ну, вы здесь, кстати, не увидите то же самое Сингапур, где в Сингапуре, типа, чтобы владеть машиной, надо еще сверху 100 тысяч доплатить. А еще плюс много-много-много чего. Вот тоже такая вот интересная вещь, которую мы на сегодняшний день наблюдаем. Вот так. Ну, можно сказать, что вот в этом дело. В этом дело. Ну и в самом деле, если мы действительно посмотрим на все происходящее, как бы в мире, мы увидим, что есть платные дороги. Не очень дорого там по ним ездить, но они пустые. Ну, очень маленькое движение на платных дорогах на самом деле, по сравнению с той удавкой, которая находится у параллельных бесплатных. То есть вот есть дорога, ведущая от Москвы в сторону Казани, платная, на ней мало-мало-мало автомобилей. И рядом есть дорога, в районе Владимира она забита, там 3 полосы, по-моему, и там столько фур, столько автомобилей. Народ эту штуку совершенно не воспринимает, прется по медленным, платным, бесплатным дорогам, вместо того, чтобы выбрать скоростные платные. И вот на автомобиле тоже денег очевидного народа не хватает. Но это все рациональности. То есть, может быть, действительно, современное российское общество устроено так, что в распределении общего ВВП как бы на государство и на так называемую элиту, у нас сословное государство, на представителей выдающихся по сословию достается значительный кусок ВВП за счет всего остального населения. И я напомню, что при всех радужных рапортах, которые у нас есть, у нас отношение заработной платы к пенсии, оно стало максимальным, то есть пенсии очень низкие, относительно вообще всего практически постсоветского периода. Такого вообще никогда не бывало, ну, по крайней мере, с 2000 года уж точно, то есть с этого тысячелетия. То есть пенсионеры, зарплаты сильно выросли, а пенсионеры остались при своих копейках. Это некий тоже феномен. Так вот, это так или не так, что у нас есть определенного рода изъятия, которые искусственно поддерживают средний, низкий уровень жизни, низкие зарплаты и всякое прочее. Это как бы основа путинизма, наверное. В том, что часть этих денег, она как бы копится у привилегированных сословий и, разумеется, копится у государства. Государство их тратит. Это вот, казалось бы, такое рациональное рассуждение. Казалось бы, даже здесь мы и правы, потому что, будь у нас высокие заработные платы, народ бы не пошел работать в курьера. И мы не имели бы великолепную работающую курьерскую службу во всех деревнях, весях и городках и городах нашей страны. Мы не имели бы такой качественный финтех, который мы на сегодняшний день имеем. Может, вот так это устроено на самом деле. Но я-то хочу сегодня показать некоторую другую вещь, что это как бы перераспределение доходов, оно как бы носит скорее иррациональный характер, а не рациональный характер. Ну вот это, о чем я сегодня хочу сказать. То есть, по всей видимости, дело так и обстоит. То есть, мы имеем некое сияние, потраченное за счет, скажем, федеральных денег или каких-то еще остальных денег, с достаточно бедным окрестным населением. То есть мы строим великолепную дорогу куда-то там от Петербурга до Екатеринбурга, на самом деле. Построим ее, но и она вроде не очень-то дорогая, но там по ней мало кто ездит. Вот эти все остальные вещи. Все остальные. Мы делаем как бы великолепный центр с пешеходными улицами, с красивыми скамейками, чуть позже их расскажу, с этим скоплением, тусовкой храма в центре Арзамаса. Но рядом из них живет старый постсоветский город с невысоким уровнем доходов. Рядом, вокруг всего этого сияния Арзамаса, ты заходишь в первую парадную двухэтажного здания. Там мелкая лампочка, горящая на соседнем этаже. Вода, которая стоит постоянно в подвале. Значит, это плесень и съевшая краску. Эта краска свисает этими целыми слоями между квартир. И одинаковые китайские металлические двери. Ты идешь дальше, ты проходишь мимо Арзамаса и видишь такую вот эту вещь, какую-то другую. Что люди живут практически, их окно, они живут в подвале с красивыми занавесочками на уровне твоего колена просто-напросто. Вот я сегодня буду больше говорить, конечно, о медицине. Дело в том, что я сам лежал в 2 больницах
Мне заменяли сустав в клинике высоких технологий. И я оперировал глаза, то есть хрусталики мне меняли в городской больнице Гатчины, или областной больнице, городской. И, значит, и у меня в последнее время мама лежала в 5 больницах за последние 5 месяцев. Поэтому я в эту больничную ситуацию, которая складывается у нас в стране, очень сильно изучил. И мы вот это будем сегодня, значит, об этом говорить. Что здесь есть такого особенного, из таких забавных вещей, которые мы наблюдаем? Вот есть замечательная клиника в Белоострове, да? Замечательная клиника в Белоострове. Кто ее построил, на какие деньги, чья это благотворительная программа, это непонятно. Но про то, где она стоит, про то, как средства массовой информации, когда несколько лет назад ее открыли, говорили о ее неизвестном дарителе с таким придыханием и с такой внимательностью, восторженностью, совершенно понятно, что она построена, по всей видимости, ну то есть на 95%, на деньги, на средства личные. Это его личный проект, это Владимира Владимировича Путина. Вот это такая. И вот абсолютный шик. Я сейчас вам тоже буду показывать с нее эти вещи. Это сосновый бор. Это удобный подъезд от платной дороги, опять-таки от западного скоростного диаметра. Это ландшафтный дизайн, это фонтанчики, бьющие везде. Много-много охраны. Вот везде охрана, вот этот заборы, охрана, всякая эта вещи. Куча менеджеров на каждом этаже. И полная пустота. Это дизайн бионический. И полная пустота. Никого нет. Абсолютно никого нет. Сидят, там дорогой прием достаточно, до нее надо добраться. И по этим пустым коридорам, я не хочу сказать, что гуляет ветер, но там очень мало людей. Посещаемости там равна нулю. Менеджеров гораздо больше, чем посетителей. В 5-10 раз. Могу рассказать про собственную историю, которая с Белоостровом, она оказалась связана. Следующая вещь. Она оказалась связана в следующей форме. Ну, потому что она хорошо оснащена. У меня сестра говорила, давай, маму туда отвезем. И мы поехали, значит, туда, в конце концов, записались к нейрохирургу, чтобы каким-то образом делать. Ну и заодно ей кардиологу, за компанию. Стоит там дорого, 4000. От меня надо проехать весь город под западному скоростному диаметру. Это платно, 1500. Обратно я возвращался через Кронштадт. Но это тоже бензин и прочее. Вот мы поезжаем, посещаем, значит, этого самого врача, кардиолога, который для нас на тот момент не был обязательным. Начинаем ждать нейрохирурга. До его приема 10 минут. И вот ждем, а его все нет и нет. Нейрохирурга все нет. Он никак не появляется. Мы спрашиваем у менеджеров, где? Они нам перезванивают и говорят, что подождите еще немного, вот он уже паркуется. Потом опять им звоним. Вот он припарковался, идет 1 час, 2, 3. Так прошло буквально 3 часов. Этот нейрохирург в эту клинику Белоостров даже не явился. Это интересная вещь. То есть строится замечательная штука со всевозможного рода бионическим дизайном, с кучей менеджеров высокой ситуации. Но для оказания массовой медицинской помощи она оказывается совершенным образом не приспособлена. И это вот очень интересно. То есть это некоторая такая, как вот эти гранитные скамейки на большой конюшне. Ну вот сейчас, чтобы я отвлечься, просто постоянно не говорить про все нету. Это нечто иррациональное, я повторяю. Это нечто иррациональное. Это как гранитные скамейки на большой конюшной улице. Давайте вот я, чтобы все это дело показать, буду комментировать и рассказывать эту историю, что с ней получилось дальше. Так. Поедем мы. Это наша картинка про все вот эту вещь. Так, вот сейчас мы поедем, значит. Значит, здесь будет фигурировать еще старая руса. Ну вот это наш нынешний герой. Вот на нынешний герой, в общем-то. Поехали дальше. Вот обратите внимание, город Старая Русса, я в нем был 10 дней назад. Они себя считают самым красивым малым городом России. Я могу сказать, что по всей видимости они недалеки от истины. По крайней мере, выглядит он, например, лучше, чем Суздаль, потому что здесь есть роскошный архитектурный ансамбль в Везлучной реке, а в Суздале, например, такой штуки нету. Ну и многие остальные города.
Вот так он так выглядит примерно. Тут все, конечно, плитка и так далее. Вот эта смотровая площадка всевозможного рода. Но что я хочу заметить, шел старый рус уже Достоевский, иду издалека, значит, из таких вот интересных вещей. Иду, ну думаю, нифига себе, памятник Достоевскому построили, а он на Карла Маркса похож. Ну думаю, что у нас, говорит, не строя в стране, любой памятник, он всегда похож на Карла Маркса. Подошел ближе, а это Ленин. То есть среди этого православия, старого купеческого восторга, Ленина оставили в живых, то есть ему памятник, и он там стоит. Ну вот, точно так же та же, значит, ситуация Воскресения. Храм Воскресения при месте слияния двух рек. Поехали. А вот то, что я вам хотел показать некий пример. Значит, это Конюшенная улица, это находится возле ДЛТ в Петербурге, кто вы знаете. В 2011-2015 году там была сделана, значит, реконструкция. И там везде заменили старые советские скамейки, деревянные, удобные для того, что в них можно сидеть, на гранитные. Никто на них никогда не сидит. У меня когда-то была девушка, ну я вам рассказывал. Вот она пошла в ДЛТ, там бешеные цены, я там даже близко не пытался показаться. В общем-то, я пытался сесть на такую одну из скамеек. Не удалось. Ледяные, холодные, это ужасно. То есть как бы некая проведена имитация удобства людей, но сидеть на этих скамейках невозможно. И вот это, по всей видимости, и является одной из основных проблем путинизма. Помимо того, что у нас высокий уровень неравенства, низкий уровень зарплат при высоком ВВП, достаточно. Вот одно из них, что носит вот такой какой-то показушный и иррациональный подход. Ты едешь далеко-далеко в блестящую клинику, сейчас я буду ее показывать, в Белоостров. И эта клиники в Белоострове тебе, значит, шиш с маслом будет, там нету врача, на прием к которому ты записался, а многочисленный менеджмент будет врать постоянно. Понятно, что в этом сам Путин не виноват, но тем не менее, вот так устроено. Это некий такой замечательный показатель, это символ. Сейчас, конечно, уже так не делают, на это обратили внимание. Но вот в холодном северном городе гранитные скамейки без деревянных нашлепок и без всего, это некоторое такое чудо. И никто никогда на них не сидит. Я пытался, у меня это не получилось. Ну вот здесь опять вот эта старая руса в ее сиянии. Никогда не поступайте так, как я. Здесь вот заросшая вязами в два охвата и акациями река, и на ней великолепная набережная. Никогда не делайте, как я. Не приезжайте туда на 5-6 часов, приезжайте на сутки с одночевкой. Это я что хочу сказать. А вот это такой же блестящий город, это город Арзамас, где внутри вот этого собора самого большого находится музей Патриаршества России, весь в золоте. А в сам Арзамас весь в серебре. И опять, и вокруг него вот такой же советский город. Вот это пешеходная улица в городке на 100 тысяч человек в этом самом Арзамасе, недавно атакованными украинскими беспилотниками. Примерно, ну, в том же квартале, в котором я в Арзамасе жил. Скамеечки, лавки, все уже красиво, никакого гранита, плиточка. Эта улица будет смеяться Карла Маркса, на ней находится музей Гайдара. А вот, пожалуйста, личный проект Владимира Владимировича Путина. Клиника Белоостров. Такая вот она выглядит. Вот такой бионический дизайн. Сосновый бор кругом. И вот так она выглядит опять. А здесь опять наша любимая старая руса, по которому народ ходит. Говорю, что город сам по себе бедный, но на него свалились фантастические деньги, и теперь научились делать не гранитные скамейки, а научились делать реально качественную урбанину. И эта площадь, она давно достаточно была отреставрирована, поэтому не очень хороша с ее фонтанами. А сам по себе город очень красивый. Но это я показывал. Вот достаточно старая фотка вот этого самого центральной площади Старой Русы. Пожалуйста, Его Величество Арзамас, то есть Арзамасский Исаакиевский собор вот здесь как бы стоит. Тоже посмотрите. То есть в сиянии во всем, вот в этом далеко не в самом благоустроенном городе находится вот такой восхитительный центр. Пожалуйста, это у нас город Арзамас с другого, значит, направления совершенно. Пожалуйста, здесь даже вывески сделаны во всем, в едином дизайне, под старину. Также. Вот здесь вот эта руса, старая руса. Здесь набережная с другой стороны, так называемая набережная Достоевского, наверное, видна как-то. Ну вот она со своими скамейками и со своими
со своей растительностью, конечно, представляет из себя в этом произведение искусства. А вот теперь другая история. Костюшка. Это в больнице, в которой мама лежала последний раз. Значит, приемный покой, люди бегают, что-то делают. Сказать, что грязно, невозможно. Но там в приемном покое ты будешь ждать нужного специалиста там 5-6 часов. То есть сама госпитализация у тебя может занимать и 8 и 9 часов. Тебя привезут на скорой, а ты будешь там лежать. Ты поднимаешься на верхний этаж. Там как в каждом номере кто-то там насован. Неврологическое отделение на 8 этаже. Идет ремонт. Вечером привозят какую-то женщину, ее не кладут в палате, ее кладут в коридоре. Среди болгарок, плит, всего прочего. Она от чего-то страдает. Всю ночь она кричит, на утро она умирает. Никаких реанимаций, никаких специальных кабинетов, никакого блеска, болгарки, кучки плитки. Женщина, кричащая от боли. Ну, судя по всему, наркоманка. Очень тощая такая. Младше меня. И умершая. И потом тело ее будет лежать еще 8 или 10 часов тут же в коридоре. Затем его везут в морг. Помощи нет. Мальчик, который там работает, судя по всему, просто набирает себе стаж. Низкоквалифицированный, мало что знает, мало чего понимает. И прочие остальные вещи. Понятно, что должно произойти с этой больницей имени Костюшкой 26-й. Да, кормят ужасно. Практически не кормят. Санитарок нет, потому что их зарплата она ничтожна. В Петербурге зарплата средняя 120 тысяч рублей, зарплата санитарок в больницах порядка 20 тысяч рублей. Работать они не хотят, да и качество, так сказать, человеческого материала, оно на самом деле ужасное. Понятно, что происходит с этой больницей. В перспективе ее будут сносить. Тут идет дорога, она предполагается, что пройдет, наверное, через эту больницу, будет построена большая развязка, и куда-то этих несчастных больцов увезут. И вот мы видим следующую вещь, что вложены фантастические деньги в эти самые гранитные скамейки. Построена роскошная бионическая клиника в Белоострове. И тут же зарплаты, это куча менеджеров, она не выполняет свои функции. И тут же больница, которая как-то пытается помочь людям и функции выполнять, но она сделать ничего не может. Зарплаты санитарок, например, распределены между медсестрами. Зарплаты низкие, она перегружена. Врачи, которые там работают, с нагрузкой это не справляются. Не видно того, чтобы эта больница была хоть как-то хорошо оснащена. Нету ничего такого. Я могу сказать, что и обычные линейные больницы, например, путинские, которые я был, например, мне меняли сустав в клинике высоких медицинских технологий. Но вот она роскошная, конечно. И медсестры идеальные, и врачи замечательные. И откуда они берут такие белые халаты, это загадка. Почему их халаты настолько белые, например, у хирургов тоже там своего цвета. Каждый блок из 2 палат, то есть на 4, обеспечен и туалетом для инвалидов, и собственным душем, и чем только не обеспечен. И чистота, и свет, и заезжаешь в хирургическое отделение, ощущение, что ты попал на инопланетный корабль. Ну вот, а вот городская обычная больница, 26-я, такого рода история. Ну вот это уже в Белоострове, вот там вот так стоят, тебя встречают. Жалко, я не нашел картинку, чтобы показать все роскошество интерьера и архитектуры вот этой входной группы. Вот эти колонны, похожие на деревья с корнями. Это высокий свет и так далее, и так далее. Ну вот здесь тоже эта картинка, вы можете ее посмотреть, она это вот тоже всю эту ситуацию не отражает. Вот так ты можешь посидеть, обратите внимание, что с картинки здесь не эти. Подъехать ко входу, что называется, выдаются коляски, только врачей нет. Вот тот же самый вход в клинику Белоострова, пожалуйста. Не так, как на Костюшка. Вот это наша замечательная, опять это старая Руса. Опять роскошный центр, на который влили и бабла, и таланта, и ума, и вкуса. Много-много-много. А рядом постсоветский город, как в Арзамасе. Опять те же самые скамейки на Большой Конюшиной, гранитные. Опять на них никто не сидит. И это именно. А вот опять бионический дизайн, пожалуйста, любуйтесь. Вот бионическим дизайном смотрите его. Это уже, наверное, где-то осенью, да, осенью клиника Белоостров. И опять повторяю, что ну, почти 10 тысяч мы вместе с тем, что сходили к кардиологу, который потратили на эту клинику с нулевым результатом. В этот момент у мамы уже шла рожа.
воспалительный процесс, ей надо уже было быть в больнице, и мало ли что могло случиться, если бы мы бы специально из этого не пришедшего нейрохирурга клиники в Белоострове затянули на целый день с госпитализацией. Мало ли что могло случиться. Вот такого рода история, которую я вам хочу рассказать примерно. То есть, вот смотрите, вот какое-то вот такое странная имитация, что ли. Может, иначе нельзя. Вот как иначе нельзя что-то еще. И оно понятно, что у окрестного населения, того же самого Арзамаса или того же самого Старой Руссы, возникает некоторое ощущение оторопи. То есть приходит эта урбанина со своими красивыми большими деньгами. Значит, строят в Арзамасе где-то вот что-то такое. Но это как бы не... Рабочих мест, например, нет. Все рабочие места для местного населения — туалетная фея. Там на 2 очка на каждое есть в кабинке женщина, которая тебя обелечивает при этом и следит за их порядком. Вот такая же здесь ситуация. Здесь опять в Белоострове куча менеджеров, а врачей нету. Нету врачей. Пустота, тишина. И ехать-то никто не хочет, потому что, как мы выяснили, машины в нашей стране редкие. Ехать до туда далеко, дорого и с совершенно непредсказуемым результатом, как у нас. И так далее, и так далее. И вот это как бы игра в имитацию, что ли, игра в имитацию благополучия, по всей видимости, вот это является главной проблемой путинизма развитого. Что-то еще. Это Симонов писал в свое время про поздний сталинский Советский Союз, то есть материальная база социализма построена, осталось поселить здесь людей, или в ней людей. Симонов, по-моему. И вот здесь такая же ситуация. Ну да, полет, рассвет, красота, небоскребы, скоростные автомагистрали. Построена куча мостов, а в Петербурге эти мосты, которые не построены, они отремонтированы, да притом так отремонтированы, что по сути это новые мосты. И вот громадные вложения во все. Вот во все. Вот это полет, рассвет и так далее, путинский. Ну, в Москве 250 станций почти метро и городской электрички за 14 собянинских лет. Это одно такое-то. Что это значит? И вот все, и санитарки с 20 тысячами рублей зарплаты. И на всем этом, которые должны натянуть на себе значительную часть проблем, связанных в этих самых больницах. И зарплаты в Петербурге у учителей начальных школ 30-40 тысяч рублей. А у специалистов не намного больше. Люди берут 2 ставки, кто 2,5, чтобы пытаться как-то заработать. Такая вот интересная вещь. И это вот проблема, наверное, путинизма, важная. Ну чего, я предлагаю поотвечать на вопросы как-то. Посмотрим, пришло ли мне что-нибудь. Не, мне ничего не пришло сегодня. Ну ладно. Вот и посмотрим, есть ли на жизни у политических тем или нету. Нету, и здесь тоже нету нигде. Нету. Основная проблема путинизма, что Путина нет с 2007 года. Это не доказано. Это вот успех Юрия Мухина, когда он сказал, что Ельцин умер в 96 году и умел это, значит, аргументировать достаточно удачно. Он пытался свой успех перевести на Путина. А вот аргументация силы там такой, как с Ельцином, нет. Поэтому верить ему не приходится. Профессор иммунологии Дарья Унутмас, которая изучает Т-клетки и старение, посоветовал не умирать в ближайшие 10 лет. По его словам, скоро ученые смогут возвращать тело человека в состояние как у 20-летнего. Так все-таки это Дарья или Дерья? А может быть Дерья, это может быть мужик, да? Унутмас. Дерья, значит мужчина. Ну вот, если то, о чем я рассказывал там уже 2 недели назад, вот это направление, и в котором которое я освещаю это лет 10, вот это своеобразное, что старение клеток обуславливается некой группой сигнальных молекул, распространяемую в крови. Вот. Но окажется правильным, то нас, конечно, будет ждать большое количество других проблем, то вот действительно лет 10, может, осталось. Правильно говорит этот самый Дерья Унитмас. Я тоже же ставлю этот эксперимент нечаянно по поводу сигнальных молекул. Вы же знаете, я отличаюсь исключительной неряшливостью. И у меня загноил картошку под умывальником. И там же очень интересно происходит, если ты
гнилую картошку одну удалишь, значит, а остальные картошки, скажем, оботрешь и высушишь, то у тебя процесс гниения в твоем подвальчике прекратится. А если нет, то одна картошка каким-то образом эту самую гниль заразит всю сетку. И она вся сетка сгниет. Вот. И вот похоже, что человеческое тело работает примерно так же. Там по каким-то причинам возникает этот процесс, а потом он как пожар по сухой листве распространяется по всему организму. Весь организм стареет и умирает. И вот можно эти очаги, оказывается, тушить. Ну, например, просто заливая этот самый сухой газон из травы водой и все. И тогда ничего не произойдет. Ого, вот эта тема, неожиданно. Да, спасибо. Интересно, сколько политические темы богаты на донаты. Но пока эта тема не богата совсем. Про товарища Костюшка был бы доволен. Да, наверное. Костюшка был бы доволен. Ну, клиники разные, я говорю. Есть... Ну, специфика, она же в основном вот такая. Здесь просто мы 2 дня всего лежали в этой больнице. Специфика-то она вот такая. От Месодикова просто пришел донат. Вот как вот Гатчинская больница, да, то есть вроде бы все достаточно слабо снаружи. Ты приходишь, ты должен подняться по разрушенным ступенькам, например. Я 2 раза пытался найти хоть одну кусочек сосиски в капусте с сосисками, ну, 2 глаза, 2 порции капусты с сосисками. И ни разу мне это не удалось. Вот все вот такие вещи. Но при всем при этом супер замечательное, даже не верится, вот такая настроенное отделение офтальмологическое, хирургическое. Хороший там станок, замечательные операции, всякое прочее. И вот, а вокруг ее вот это совковое оформление документов, когда тебе надо стоять очередь туда, очередь сюда, очередь еще куда-то там. И все это тебя часами будут что-то люди там писать, записывать, переписывать, требовать паспорт и все остальное. Операция на глаз идет 12 минут. Необходимо сюда приехать с утра, оформлять документы, потом зачем-то там ночевать ночь, потом только тебя к вечеру уже бывает отпускают. Ну, вот такие вот вещи. Вот. Костюшка, может быть, был бы доволен, да, что русским перепало. Ну, она не имени Костюшка, эта больница, это улица имени Костюшка. Там, кстати, помните, приходила эта Ягиня к нам, как ее зовут-то, Маша, да, Маша Николаева. Вот она там где-то, у нее квартира. Ну, я там был когда-то давным-давно, но это было очень давно. Вот, там же около этой клиники. Ну как-то так. Как-то так. И точно так же кожно-венерологический диспансер. Понятно, что старое здание. Где-то коридоры и палаты отремонтировали, а в другом месте не отремонтировали. Трудно с ним что-то сделать, оно историческое, обладает большой архитектурной ценностью. Вид из него сразу же на литераторские мазки Волковского кладбища. Ну, там тоже свои есть вещи. Ну, например, по каким-то причинам санитарные комнаты, куда можно заехать на инвалидной коляске, закрываются. Почему, спрашивается? По тем простым причинам, что могут типа накурить. А как быть инвалиду со своей коляской, то есть моей маме, куда ей податься? До туалета ей не дойти. Ну, срите в памперс, что? Ответ заведующий. Вот такие вот вещи. А в чем новизна феномена? Фашизм всегда умел строить дороги, а социализм нет. Да, совершенно верно, да. Я тоже хотел произнести то слово, которое вы произнесли. Вот, о нем и говорил. Ну, вот это не... Ну, мы помним, да, что такое определение фашизма. Это когда так-то все рыночная экономика, но цены на рабочую силу регулируются пулеметами. То есть искусственно занижаются. Не обязательно пулеметами, иногда ставкой рефинансирования Центрального банка, но они искусственно занижаются. Главная проблема путинизма – тотальная безответственность чиновников. Это не так. Это не так. У нас за прошедший год там 90 судей посадили, например. Это неправда.
То есть это ответственность там есть, но она какая-то очень странная. Вот видели же это Романа Старовойта, это одного из моих оппонентов по строительству надземного экспресса. Когда он застрелился, к нему пришло на похороны и вице-премьеры, и куча министров, и кто только не пришел, гражданские чиновники. И некоторые, типа Алексея Венедиктова, говорят, что это была такая демонстрация, демарш. А что реально происходило? До СВО и, может быть, до СВО, может быть, до 2014 года у нас была система кормлений. То есть чиновника ставили на некий участок, и он с этого участка кормился. Кого ставили на губернию, он на губернии кормился. Кто ставили на министерство, он с министерства кормился. И поэтому они между собой тоже как-то взаимодействовали. Не обязательно путем откатов, иногда при помощи просто дорогих подарков. Помним, когда Сечин, как его звали этого, Минэкономразвития министра-то, фамилия-то я забыл, сейчас вылетела из головы. Он ему будто бы за что-то там дарил набор то ли вина, то ли денег, что-то еще. А тот это дело принимал. И вот такая была циркуляция, кормление, подарки между собой. И вот они жили на этом. Понятно, что это в законе нигде не было прописано, но по факту это было так. Матвиенко сын был директором или там вице-президентом банка ВТБ, вице-президентом банка Санкт-Петербург, которого бюджет обслуживался Петербурга. И еще 300 организаций всяких там был. То есть вот это было кормление. И вдруг им сказали, что вы тем, что вы этим занимались, это дело преступное. То есть люди, вы там совершили какие-то рода преступления. Человек, вот как нынешний краснодарский судья краевого суда, значит, которого там арестовали собственности чуть ли на 10 миллиардов рублей. Они просто занимались своим делом, они работали в рамках текущей парадигмы, они сидели на своем кормлении и кормились как могли, тоже Старовойт. Играли в некоторую игру, а потом им задним числом сказали, что вы преступники. Как так можно? Почему так можно? У нас же была такая замечательная модель, воспроизводился 19 век, по сути. Сословное государство, кормление, это даже более раннее. Отхожие промыслы, когда я шатался, помню, по Москве в 2006 году, и пытался задать какие-то вопросы людям, а где что находится. Они не знают, а почему? Потому что и милиционеры, и клерки, в том числе в гостинице или где-либо еще там на улицах, и продавцы, они все в Москве работали в качестве отхожего промысла. Они выезжали куда-то, где-то там ночевали, где-то обитали, выезжали, значит, из своих городков, с периферии, выполняли свою работу, и потом на субботу-воскресенье или неделя через неделю уезжали к себе домой. То есть вот такая была штука. То есть вот это воспроизводство. И, конечно, народ очень недоволен, безответственность. То есть получается нечто иное. То есть они были очень даже ответственны, все эти самые чиновники. Они работали в одной парадигме, а им предложили вдруг за эти свои будто бы прогрешения, то есть за кормление там нулевых или десятых взять и поотвечать. Это очень, по-моему, несправедливо. Главное в этой системе лояльность, а не эффективность. Хотя если предположить, что цель путинизма не развитие страны, а консервация сложившейся компрадорской системы, то все встает на свои места. Вот я-то вам хочу как раз сказать, что развитие-то идет и еще как. Поэтому дело не только в лояльности, дело еще в развитии. Реально идет бурное развитие. Это реально. Посмотрите на что происходит. Где вы видите недоразвитие? В строительстве дорог, в жилья неведомыми темпами, до последнего времени. Вот в чем там? Небоскребов, которых в Москве больше, чем во всей Европе вместе взятых уже на сегодняшний день. А самый высокий небоскреб Европы в Петербурге. А будет вообще 800 метров, строится сейчас. Вот в чем она такая вещь? Вот это в клинике Белоострове, или это блестящие клиники высоких медицинских технологий, которые то на Фонтанке, то на Кадетской линии. Мне вот, например, сделали за бесплатно 2 высокотехнологичных операции. 2 сустава заменили и 2 хрусталика. Бесплатно и качественно. И вот это феномен есть, что при всем этом шике, блеске, полете народ чрезвычайно недоволен. Бурчит тихонечко, показывает фигу,
когда никто не видит. Вот всеми этими вещами народ как бы недоволен. И ностальгирует о каком-то там убогом совке. Будто бы там квартиры давали за бесплатно. В США без машин очень тяжело почти везде. Не везде машины нужны так. Да, там автомобильные города, как и в Австралии, как и в Канаде. Да, чисто автомобильные города. Все построены на автомобиле. У нас это не так, у нас развит общественный транспорт, но все равно это показатель. Люди грустные, когда у них нет выбора. Чем больше выбора во всем, тем лучше. Ну, может быть, у них действительно нет выбора. Кто-то хочет платную дорогу, кто-то хочет эвтаназию, кто-то хочет власть критиковать открыто, кто-то хочет быть геем. Дайте это людям. Да, у нас очень, особенно с геями плохо, да, наверное. Западный мир в этом смысле и привлекателен для значительной части населения. Здравствуйте, Игорь. Крепкого здравия, интересного стрима всем-всем. Сейчас проверю. Больше ничего. За нами уже выехали. Власть не должна делать человеку хорошо. Она должна делать так, чтобы не было плохо. Ну, может быть, не знаю. Я думаю, она может делать и то, может и не делать. По традиции напоминаю о необходимости вашей поддержки. Не забывайте ставить обязательно лайки. По возможности перейдите донаты на любую посильную, даже полностью символическую сумму. Да, спасибо. Ссылки на реквизиты указаны в описании к данному видео. Спасибо. Огромная благодарность всем отзывчивым и щедрым сердцем. И если бы для развития СПБ снять нынешнего губернатора, на его место поставить главу московского метрополитена. Нынешнего? Может быть. Ну, трудно сказать, почему нам так с губернаторами не везет. Но вот одна из целей была, что все решили, что губернатор Петербурга не должен быть политическим лицом, политической фигурой. И Полтавченко, и Беглов, они не являются политиками федерального уровня, не являются вообще какими-то либо политиками, в общем-то. Может быть, это и главное достоинство. Также теперь уже основной путинизм является Набиуллина, потому что можно не повышать зарплату, если мы держим рубль. Ну, наверное. Да, но держим рубль в том смысле не то, чтобы он растет, а в том, чтобы он не падал. Пытаются сделать былью мем «Потемкинские деревни». Но ведь это тоже не совсем справедливо. Как бы так, с вот этими потемкинскими деревнями. Ведь любой человек может прийти, тоже ты живешь в Старой Руси, ты же можешь пешком прогуляться за 10 минут и оказаться в ее центре. И оно, конечно, что у тебя такой качественный, исключительно качественный городская среда, как в Старой Руси или в Арзамасе, она, наверное, как-то на кого-то влияет в положительном смысле. Насчет денег так и есть. Если сверху не посыпят, то ничего народа не будет. Ничего народа не будет. Это ситуация во всем мире. Ну, наверное, так, да. Это называется современная монетарная теория. Она говорит, что налоги не важны, не потому, что государство их хочет собрать, а налоги – это способ заставить население работать. Если у тебя есть какая-нибудь собственность, то ты облагаешь налогом для того, чтобы человек пошел работать, чтобы эти налоги заплатить. Такая вот это все прямо как бы наоборот. Лавочки неудобные, обычно делают, чтобы бомжи не спали. Да, я немножко об этом пострадал, мне важно же, чтобы были скамейки везде-везде. Я вам рассказывал эту ситуацию, что здесь завелся клуб философов, на самом деле алкоголиков, а рядом хачки в киоске после 10 продавали спиртное. Об этом все знали, и в том числе всякое некондиционное. И рядом у пятиэтажки в хорошую теплую погоду вот эти самые бомжи, живущие вокруг этого киоска с паленой водкой или чем-то там еще, научились жить. Они на лавках ночевали, жили, обитали и так далее. Кончилось это печально, снесли около пятиэтажки все лавки нафиг. А через несколько лет и вот этот самый киоск закрыли. И все это клуб философов, он долго здесь как бы обитал, я уже года 4-5 не вижу. Он как-то растворился. То ли их перебили, то ли пересажали, и я не знаю, что они будут. Что с ними произошло. Но на самом деле это не так. В той же Старой Руси замечательные лавочки. Очень удобно. Ничего не хочешь. У меня здесь рядом набережную Финского залива сделали. Ну, метров 200-300.
Там тоже лавочки. Вот все как у взрослых, как в Нижнем Новгороде. Просто в Нижнем Новгороде они немножко во всю эту конструкцию часть души привнесли, а в Петербурге не привносят. Вот даже в мою новую набережную здесь, возле этих жилого комплекса «Паруса», который пародирует или изображает из себя известный отель в Дубае. Парус вот этот самый. Вот такого рода история. Так что это ничто не мешало. Это вот просто вот такой карго-культ. Давайте мы знаем, что должно быть красиво и хорошо. Давайте мы самолет построим из говна и палок. И, может быть, американцы снова прилетят. А здесь точно так же. А давайте мы гранитные скамейки. Будет практически как и в Европах. Вот только сидеть на них нельзя. Ну, в последние годы это научились. Меня удивляет, что когда вы о чем-то возвышенном говорите о России, то она вам нравится. А когда о конкретных вещах говорите, то ничего хорошего не можете в этом увидеть. Видимо, это уход от суровой. Но почему ничего хорошего? Вот клиника высоких медицинских технологий. Это клиника Гатчинское офтальмологическое отделение, где мне заменили хрусталики. Понятно, что пришлось претерпеть немножко, но обратите внимание, это произошло без очереди, практически по предъявлению. Как только анализы собрал, меня тут же прооперировали. Через месяц сделали другой глаз. Вот такая вот вещь. Реальности чудесные фантазии. Но эти реально чудесные фантазии есть везде, на каждом шагу. Ну вот, не знаю, ну вот так было. Больницы разные бывают. Я по старой помощи как-то через главврача стал заходить в одну. Первое, что меня спросили, а в чем проблема? Там не нужен особый подход. Хоть в Facebook врачам пиши. Ну, не нужен, наверное. Бионяк Спир. Вы читали новый приказ казначея из СБ о признаках недобровольного снятия налички с банкомата? Нет, не читал, я слышал о нем. Почитайте пункты, при которых на уровне фашизма издевательски блочат или ограничивают получение денег. Ну, такой момент есть, да, наверное. Но это Москва. Под Москвой медицины нет. В Питере немного по-другому. Можно не думать, что в области есть медицина. Но вот Гатчина — это область. Это как бы самый крупный город на сегодняшний момент области. 25 километров все-таки от него. От Московской площади. Вот я там оперировался. Там по каким-то причинам тут же дают квоты на диабетиков. И благодарим Дарью Степановну, этого офтальмолога из диабетического центра, которая мгновенно мне эту самую штуку организовала там. Вполне есть. Там красивый парк, там стоят эти корпуса полуразвалившиеся такие. А в них вот совершенно современная начинка, как в офтальмологическом центре. Но много зависит, я говорю, от заведующего отделением, потому что у меня мама в гнойной хирургии лежала то на втором этаже, второй раз на третьем. Большая разница. Разные заведующие, разные отделения, по-разному устроена работа. Второй, третий этаж. Пример с картошкой очень перекликается с чем-то большим. Я о том и говорю, да. В России все проблемы связаны с наличием уродливых элит. Эти элиты возникли на воровстве, когда распадал СССР, ну и после 90-х. Причем воры не самый плохой вариант, есть и бандиты в элитах. Ну по-разному. По-разному уже. Много что меняется в последние годы. Опять-таки, я же говорю, интеллигенция выиграла соревнования. Ну, то есть интеллигенция специфическая, они и воры, они же и бандиты очень часто. То есть выяснилось, что значит, убивать гораздо легче научиться, чем, например, строить какие-нибудь сложные интеллектуальные комбинации. Строить интеллектуальные комбинации оказалось сложно, а убивать оказалось это легко. И многие представители интеллигенции этой вещью спокойно владели. То есть совершенно нормальный, интеллигентный человек, мама у него там кандидат наук, папа доктор, а у него личное кладбище, скажем, его конкурентов, противников и прочего еще. Бывает такое.
Возможно, скамейки гранитные поставили как раз, чтобы на них по вечерам не сидела молодежь, так как жилые дома по обе стороны. У нас в городе также сквер благородный, хай-тех, но не функционально. Ну вот на самом деле жилые дома, но это как бы самый центр города, он упирается в Невский проспект. Нет, на соседних улицах там уже все нормально, там уже скамейки либо с деревянными нашлепками, и никто не жалуется. Там подсветка. Вот. Как заработать денег в современной России? Я думаю, что есть много вариантов, если вы относительно молоды и относительно здоровы. То есть, если вы не... Думаю, есть достаточно много. Так просто передел идет. Серых чаек первыми под нож. Это не характеризует смену системы. Это пауки в банке, присужающиеся пайки. Ну, не знаю, я не думаю, что идет передел, просто попытка, как бы, система сопротивляется внешней деструкции. Она сопротивляется. И система нормально жила, там, отчисляя 10% своего ВВП на Запад. Им было хорошо, комфортно, и много еще доставалось. А потом выяснилось, что отчислять стало нечего на Запад. И нужна какая-то другая способ организации жизни. Но невозможно в нынешней ситуации, как было в Матвиенко, город засыпает снегом, тротуары и дороги не разгребаются, а она уехала в свою эту недвижимость, где у нее там Италия была или куда-то еще, на Новый год. То есть были бесснежные зимы, и все думали, что будет дальше. И вдруг бац, 2 матвиенковских этих снежных зимы. Она к своей недвижимости уехала. То есть она тоже вывезла значительную часть своего капитала, то есть частичку ВВП на Запад. Сколько эта модель 19 века актуальна для 21 века? И мы видим, что даже более ранее она оказывается актуальна во многих местах. Вот сейчас с этим скормлением, это Петр I же, он начал бороться с кормлением. То есть люди у него должны начать были, губернаторы, получать ставку. То есть зарплату получать. Они и кормиться. А так раньше никаких окладов не было, ничего. Или как в России раннего путинского времени, 90-х годов, номинальные какие-то деньги получали, а так его ставили на должность, он с него кормился. Как угодно. То есть дали пистолет и полосатую палочку гаишнику, вот крутись как можешь. Так вот экономика на кормлении была. Не знаю, в ней есть свои преимущества. Вы мне ответьте на один только вопрос. Почему Тыва также не датируется, как Чечня? Тыва тоже датируется, но не как Чечня. Чечня далеко не самая. У нас больше всего датируется Дальний Восток, если вы знаете. Ну, не считая там новых территорий. Ну, так исторически сложилось. Но нет справедливости. Вы что хотите? Мне все же кажется, что главный вопрос, стоящий перед сегодняшней властью, это вопрос собственности. Есть жесткое противоречие. Да, по поводу Тывы. К вам же, по-моему, то есть в Тыву, по-моему, этого Турчака-то направили. Может, я ошибаюсь губернатором? Или каких-то из алтайских этих вещей. С Тывой вообще тяжело. Там даже не Чикаго происходит. Там вообще идет суперрезня всего и всех. Запредельный уровень убийств, запредельный уровень преступности, связанных с насилием. И, по-моему, у них даже железной дороги нету. Я, может, опять ошибаюсь, а может и есть. Очень с ними тяжело работать. Это тебе незаконопослушные чеченцы. Мне все же кажется, что главный вопрос, стоящий перед сегодняшней властью, это вопрос собственности. Есть же жесткое противоречие между тем, какую картинку хочет народ, какую картинку хочет элитки. Ну, я не очень понимаю, какую картинку хочет народ. А у нас очень все смешно. Вот, например, есть футбол западный, там полны стадионы, и народ футболом живет. У нас это не так. У нас, скажем, народом живет там Лукойл и Газпром. А это просто вот такая массовка на трибунах. Эти билеты, футболки, реклама, они составляют ничтожную долю от бюджета клубов.
А так вот все это амбиции руководителей ведущих государственных и полугосударственных компаний. Вот специфическая вещь. Похоже на Туркменистан, только там нет БД. БД. Что такое БД? Бионикспир, у Чечни есть характер, а у ТВ есть. Да, у ТВ есть характер, ребята. Был бы задавать вопрос хотя про забитые косты и непроложенной железной дороги. Не-не, им некогда, они друг друга режут просто. Это исторически у них очень высокий уровень внутреннего тестостерона. Ну, у чеченцев тоже высокий, но не настолько, как у тувинцев. Они, когда не воюют, они режут друг друга, притом усиленными темпами. Идеальные воины. То есть тестостерон просто зашкаливает в крови. И как с ними там разбираться, это загадка. Но сейчас они из Украины привезут много-много денег, и посмотрим, чем это все закончится. Александр Иванов. А зачем нужны небоскребы, может, для офисов? Да и то под вопросом. Жилье выше 4 уже требует обсуждения серьезного обоснования. Собянин, Лужков и любые архитекторы любого спального района РФ. Это правда, то, что вы говорите. Это вот наш жесточайший дефицит жилья в стране и жесточайший дефицит инфраструктуры, потому что жилье ты в поле можешь построить, а дороги к нему ты не построишь ни за что. Он приводит вот к такому феномену, как жилые небоскребы. И в этом смысле Москва начинает напоминать то ли Гонконг, то ли Сингапур. То есть место с жилыми небоскребами реально. Ну там понятно, в Гонконге там клочок земли, ты вынужден на него строить много этажей. А что с Москвой не так, это загадка. Олигархи, открытые с выпячиванием роскоши, это пережиток прошлого. Большие деньги в РФ должны любить тишину, независимость от Запада, Востока и Юга. Ну да, так они всегда были пережитком прошлого. Вот, давайте, мне пришло еще 2 доната, я на них поотвечаю. В недавних делах против генералов поражают суммы, что-то вроде нескольких миллионов. Очень редко больше. Сейчас суют каких-то полковников за самострел с комментарием буквально, кому война, кому мать родна. Похоже на злую пародию. Ну, в общем, да. Вот это как вот этот генерал Попов. Какую-то ему растрату впихивают. Какую растрату, чего растрату? Загадка. Суммы там очень небольшие. То есть есть, конечно, герои типа Тимура Иванова, у которого миллиардами суммы исчисляются. А так вот миллион находят. Я знаю одного чувака, правда, я правда знаю одного чувака. Он алмазами в Архангельске занимался. Ну, все знали, что там происходит что-то такое. Но все, что могли реально доказать, и за что его посадили. За то, что... От Алексея Г. спасибо большое. Смогли ему доказать по факту, да, что он за счет своей фирмы, ну, это тогда была дочерняя компания Дебирса, поставил своей дочери окна пластиковые в квартиру. И его за это как бы и посадили, то есть за 4,5 года всего лишь. И, конечно, все понимали, и что суммы там были несопоставимы. Там проблема была, что Дебирса, потом пришло якутские алмазы пришли, то есть якутские алмазы на это место пришли, на Дебирс ее купили и начали вычищать поляну. Это тоже как бы так было смешно, когда там, и это было видно, что и деньги другие, и суммы другие, и это. А смогли доказать вот только пластиковые окна у дочери. Такое бывает. Так. На развитие более лучшего путинизма. Да, мы будем вместе с вами его развивать. Ну, кто как может. Но он и так неплохо, по большому счету. Может быть, и... Ну, уж точно Путин лучше, наверное, правитель России за 1,5 века. А может быть, и за все время. РФ – это повод для суда, чем выше 4 этажей. Ну, наверное, неудобно, да, РФ. Признанные урбанисты в Нидерландах, у них земли вообще нет, они выше 4 не строят. Ну, наверное, для жилья. Хочется верить, что это издержки роста.
Ну вот мне тоже хочется, что вот когда эти гранитные скамейки построили, а потом снести их как бы странно сейчас, нашлепки на них построить тоже странно. А все остальные строят деревянные. Но вот это урбанина, она что в Архангельске, что в Арзамасе, и что в Нижнем Новгороде, что только в Великом Новгороде она другая. Она вся друг на друга похожа. Да, она качественная, она классная, но она похожа друг на друга. Сильно. Но в Великом Новгороде там в чем проблема его? Пытались обустроить в более ранний период. Просто на это давались деньги, и он, конечно, выглядит чрезвычайно архаично. И по большому счету на него нужно бы еще дать денег, его перестроить полностью. И чтобы они и соседи из другого Новгорода, из Нижнего, их поучили заниматься городской урбанистикой. Вот. По факту же продолжается борьба здесь председателей нанайских мальчиков разных группировок, внешних и внутренних. Война элитки в процентном соотношении бодрит активнее верхи. Война как отбор элиток. Ну, может быть. Но опять я вот про Костюшка что хочу сказать. Она напрашивается на подснос. Просто пока не принято сносить больницы, построят новую, наверное, такую же, как в Белоострове. Найдут для нее место и построят. Да, она уже не будет в городе, но зато на этом месте построят здоровенную развязку с Кубинской улицей. Нужен мост, его стоимость миллиард. Составляешь смету на 2 миллиарда. На 1 миллиард строишь мост, другой берешь себе. За хорошую работу тебя гладят по головке, получает строить еще. Но чиновный муж берет все. 2 миллиарда и запарывает стройку. А все потому, что чиновник сам стал считать кормление преступлением. И за это его и наказывают. Да, кормление стал брать преступлением, да. Есть такие проблемы. Но его именно наказывают за то, что начал считать кормление преступлением. Ну вот это пример. Построили замечательную дорогу вокруг Пскова, объездную. Но никак не могут построить посередине ее мост. Теперь построят типа к 30-му году. Как деньги выделят, появится новый подрядчик, выиграет конкурс. Так, по-моему, 4 раза было. Он берет эту первоначальную сумму и сливается в кусты и так далее. Дорогу построили, а моста нет. И вся вот эта красота, этот автобан вокруг Пскова, он как бы отчасти бессмысленен. Если ты не можешь насквозь объехать весь город, то это просто пустая трата денег, потому что тебе все равно придется, проедешь там несколько километров, возвращаешься в город и переезжаешь через городские мосты эту реку великую. Увы, а их воровать пробовали и думать о большем. Тяжелая, неблагодарная задача. Особенно для верхов, которые свои насущные потребности закрыли на 3 века вперед. Ну, непонятно, кто что закрыл. Ну, может быть. Но это было смешно, когда был такой банк знаменитый, Промстройбанк в Петербурге. Его это, значит, Коган его возглавлял, Владимир Коган. Он продал банк ВТБ и купил должность директора главы Росстроя или Госстроя какой-то еще. То есть стал чиновником. Продал банк такой, ну крупный петербургский банк, и стал вот этим. Ну, по-моему, он умер в 50 с небольшим лет. Вот с такими людьми такие вещи бывают. Когда интеллигенция и воры, бандиты, то это феодализм. Да, но у нас отчасти это и есть. Заголовок укропский, что за хрень? Да, но он такой, этот. Пытаемся сделать это. Как это называется-то? Кликбейт, да, это кликбейт у меня такой. Приветствую ведущую всех слушателей. Посмотрю уже в записи. Ну, успехов вам. То есть вывод, что в России жить все-таки плохо? Да нет, в современной России жить нехорошо, неплохо. Неплохо жить. Ну, пока не Франция, да. К сожалению, со всеми ее проблемами. И совсем до Германии совсем далеко еще. Тоже совсем немецкими проблемами. То есть понятно, что есть надежда, что Россия будет развиваться, Германия падать, и лет через 5, может, они встретятся. Но пока это не так еще. Ну да.
Народ достаточно будет картинки, в которой персонифицированных персонажей типа олигархов и топ-менеджеров не будет на горизонте. Пускай веселятся за высокими заборами на своих вариантах островов. Но они веселятся. То есть проблема ТВ в том, что они совершенно не умеют осваивать средства. Вот им мало денег дают. Но ими займутся, ребята. До них просто руки не дошли. Спасибо большое за стрим. Всем крепкого здоровья, вдохновения, взаимопонимания. Турчака куда-то там направили. Ну, непонятно почему. Он настолько преобразовал Псков за свой срок. Ну, может быть, не его заслуга. Заслуга в том, что под него деньги дали. Поставили Турчака, он сын друга президента. И под него дали денег, и он Псков преобразовал за короткое время, перестроил. Примерно то же самое с Тверью сделал Игорь Руденя. То есть тоже он пришел туда, ему все говорили, а что у вас за дыра здесь такая торчит возле Москвы в 150 километрах. Вы что, с ума сошли? Туда Илья Варламов в Тверь народ возил у этих урбанистов, чтобы показывать, как жить в России страшно. А туда поставили Рудению, под него дали деньги, он в кратчайший срок Тверь перестроил. И теперь это прекрасный город, правда, из которого полностью выехало население. Такие бывают вещи. Вот туда Торчака направили. Может, под него тоже деньги дадут какие-то. Он повторит свой подвиг, связанный с Псковом. Притом реально подвиг люди совершил. Ему можно теперь настолько хорошо выступил, что ему можно теперь убивать или забивать насмерть журналистов, давать. Ну, каждый год. Хочешь каждый год журналиста какого-нибудь избить? Избивай. Это про Олега Кашина. Ну вот. Такого рода история. То есть не зря его туда загнали. Да. Да. В Туркменистане также красиво строят, не для людей. Там нет даже боевых действий. Да. У них есть этот демонстративный беломраморный центр, я знаю, в Душанбе. И рядом есть а рядом люди живут и ждут, когда им пайку выделят. Ну, там муку дают по талону, чуть ли не, вот как-то так. Потом исключительно богатый газом и бедный населением регион. У нас не так все экстремально. У нас совершенно не так экстремально. Петербург полон народом. И каналы его полны народом. И Старая Русса, кстати, полна народом. Полна. В музей Достоевского не пускали меня, потому что там 3 группы по 50 человек, а старое деревянное здание этого не выдержит. Приходилось сидеть на скамеечке, ждать права войти. Олигархи нужны для аккумуляции ресурсов в условиях временно отсутствующей социальной идеи для выживания страны. Я полагаю, что никаких олигархов у нас уже давно нет. Примерно с 2005 года с этой темой закончили. Толпой кузарок и таксистрой Крымский мост без олигархов не построишь. Так понятно? Правда, да. Таксистров. Ну вот его построили без олигархов. Олигарх это не предприниматель крупный, это не богатый человек. Олигарх это тот, у которого есть свое войско, своя пресса, своя тюрьма и свои законы. Это такой современный неофеодал. Банкстер, как говорится. То есть гангстер и бандит одновременно. Вы считаете, что Путин больше всех в мире заслуживает премии мира? Но кто же ему даст? Никто не даст. Я, например, считаю, что премию мира Рамзан Кадыров заслуживает Нобелевской премии. И притом давно. Ну, кто же ему даст? Ну, это реально человек сделал. Мы всем помним чеченский промысел, когда воровали детей по всей стране. В основном русских и еврейских. Отрезали им пальцы, уши. Посылали родителям. Требовали выкупа. И Рамзан Кадыров с этой постыдной практикой чеченской покончил. Лично вынимал этих из щелей, из земли, из зинданов, этих изуродованных детей. Отдавал их родителям.
Ну, вот он сделал, ну, признать же это невозможно. Кто посмеет сейчас сказать, что еще недавно чеченцы воровали детей и отрезали им пальцы. Комиссары в пыльных шлемах не милее олигархов. Понятно, что идеал недостижим. А мне вот олигархи милее. Но бороться с коррупцией с помощью чистки нужно не спорадически скатывать с 1937 год, на постоянной основе, как в Китае. Я считаю, что вообще не надо бороться с коррупцией. Что борьба с коррупцией, она более вредна, чем, собственно, коррупция. Вы что-то знаете про партизанское движение в России? Его нету. Если в России. Если Россия это Россия, то его нет. Как по мне, в России суровые законы и погода. А так как я в России не живу, то мне в России все нравится. Но она достаточно беспокойная страна. И это хорошо. Неужели хочется жить в какой-то маленькой европейской стране, похожей на респектабельный морг? Нет, она живая страна, здесь много чего происходит. Очень жаль, что бороться с коррупцией мы умеем только как в России. Да, можем. Ну и, по-моему, с ней вообще не надо бороться. Про тренды. А почему Германия будет падать? А почему нет? У нее большое количество проблем. Стареющее население, большое количество обязательств перед всем миром. Много всяких вещей. Эти цифры ВВП, они часто обманчивы. Я говорю, что где-то 10 назад, наверное, или 8 я вез дальнобойщика, который начал ездить чуть ли не в самом начале 90-х годов в Германию. Вез, значит, куда-то его. И он говорит, что если вот так посудить, то уровень жизни в Германии с того времени очень сильно упал. Казалось бы, там номинальная цифра, он ВВП растет, что-то. А он, говорит, упал. Судит он, правда, по пакетикам с йогуртом в основном. Но в качестве примера он приводил, там, говорю, прийти в начале 90-х, и там лежали столы, и на них стояли эти продукты, у которых их бесплатно можно было забрать, у которых истекает срок годности скоро. А сейчас, говорит, ничего такого нет. Вот, поединилась. Как Россия будет развиваться, если работать некому? В Германии хоть и Евросоюз под боком, не только мигранты. Да почему вы считаете? Это есть достаточно много народу, кто может работать. Просто не умеют их переключать. Я вам приводил этот пример. Рынок Маршалл автомобильный. Там даже свет не горит, потому что они свои эти, где там запчастями в каждой кабинке торгуют. И там покупателей нет, все ушли в интернет. А продавцы есть. Непонятно, что у этих так называемых предпринимателей, которые этот свой закуток арендуют небольшой там, и в нем как бы так сидят круглосуточно, и покупателей у них нет, у них производительность труда чрезвычайно низкая. Но у них есть свобода, какие-то деньги, это их устраивает. И как их загнать в производительные сектора экономики, это большая загадка. Это наша вот большая проблема в том, что у нас так называемый мелкий бизнес, это на самом деле спрятанная безработица очень часто. Это громадный ресурс в стране, но они что-то в производительные эти сектора экономики как-то не загоняются, то есть не хотят идти. У нас очень большой резерв рабочей силы, находящийся в непроизводительных секторах экономики. Очень большой. Еще раз повторяю, возьмите наших непрерывных охранников, где у нас страна же охранников-то. Еще раз повторяю, ранее высказываю мысль. Психически здоровому человеку личного имущества, вне личного жилья иметь более ярда рублей должно быть запрещено. Ну, не знаю, по-моему, ничего не должно быть запрещено. Должно быть все разрешено. В России жить нормально, но нет драйва, нет движухи. А, по-моему, есть и драйв, и движуха. Народ хочет жить хорошо и много потреблять, а нужны, чтобы народ хотел хорошо работать и развивать технологии, двигать науки, а элиты хотят на Запад. Но уже не хотят. Они теперь, в общем-то, понимают, что с ними на Западе сделают. Внутри работающего производства можно сбережением, акциями и т.д. строго запрещено. Ничего платить психопатии в сфере накопительства. Ну, не знаю. Мне кажется, что как можно больше должно быть разрешено, и лозунг быть как у хиппи.
в 60-х годах. Запрещать запрещено. Какие инсайды были в музее Достоевского в городе? Вы знаете, ничего особо нового не нашел. Я стою-то очень плохо. Я присоединился к какой-то экскурсии в 2 последних комнатах. А там вот обычная история про Достоевского. Ха-ха-ха. Анна Георгиевна Снаткина. Деньги раздавал всегда. Ну, вот такие вот вещи, которые... О Достоевском, которые всех радуют. И люди даже в конце экскурсии аплодируют экскурсоводу. Они радуют, но вот не особого инсайда я не нашел. В отличие, кстати, в свое время от посещения Пушкинских гор, где инсайдов было много. Психически здоровому человеку столько не заработать. Да нет, я думаю, можно. Какие инсайды? Так, вот. Ротенберг Крымский мост строил. Ты что, Игорь, нюх потерял? Ротенберг не представляет не является олигархом, он вообще никем не является. Ротенберг — это карман Владимира Владимировича Путина. И Крымский мост был настолько важен, что Путин решил сам его лично строить. То есть своими строительными организациями, своими подрядными. Но номинальным лицом был Ротенберг. Он никакой не олигарх, вот просто вот сам по себе. Ну, вот такой Петрушка, как там, или Мартышка, как его там называют правильно. Говорю, что проект был очень важный, поэтому государь решил строить его самостоятельно. Что можно сказать на то, что Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения? Ну вот, да, обогнал, говорят. По номиналу, это пока по номиналу. По ППС еще не обогнал. Ну где-то там. Но если вы возьмете автомобильный индикатор, то у них уровень еще даже ниже, чем у нас. При их-то пространствах, при их-то масштабах. То есть у них элиты оставляют своему населению еще меньше кусок ВВП, чем в России. Владимир Баженов. Технологии наук — это не дело народа. Во всем мире этим занимается не более 1% людей. От народа это требовать бесполезно. Ну, не знаю, как там с народом. Я максимально допустимую сумму в 1 ярд написал. Есть же режиссеры, певцы и т.д. Есть инноваторы. Им нужно позволить жить в роскоши. Да никто, по-моему, просто не надо никому позволять. И самое главное, не нужно никому ничего запрещать. И, кстати, войну в Чечне мы как раз-таки деньгами и затушили. Деньги могли бы быть только злом, но и добром. Ну, в том числе и Крым перестраиваем тоже деньгами. Что? Деньги, бабло побеждает зло, вы же знаете. Без борьбы с коррупцией в РФ ее скупят, как стало с Украиной. Там в отсутствии сильной конторы олигархи сами себя продавали в рабство корпорациям. Ну и наши олигархи такие же, они тоже в рабстве у корпораций находились. Умеренная коррупция — это историческая необходимость, неизбежное меньшее зло. Нет, коррупция — это вообще вещь хорошая очень. Самый главный недостаток России — это отсутствие своего хмеля. Пиво варят из экстракта хмеля, сублимированного хмеля и прочая эрзация. Теперь партию любителей пива не иронично воспринимаю. А что-то хмель свой не появился, да? Об этом ведь так давно говорили уже, четверть века, по-моему. Помню, статья была в журнале «Эксперт». Пока в России нет своего истинного независимого центра, с коррупцией можно бороться каленым железом. Торгаши страшнее предателей. Председатель осознает, что совершил. Торгаш не имеет родины. Коррупция — это здорово, она позволяет дурацкие законы обойти. Тебе напридумывают таких дурацких законов, что они убьют всю экономику на корню. А коррупция позволяет эти дурацкие законы игнорировать за мзду маленькую. Вот в чем дело. Поэтому коррупция чрезвычайно важна и очень полезна. Я был занят. Ясно. Дайте мужику лярд, и он в усмерть упьется. Поэтому нужна аккумуляция капитала в других руках и умах. Пусть на 20% бюджета загребущих. Может быть. Почему это наша проблема, что одни торговцы, а в любой бедной стране не все люди на базаре держатся, иначе с голоду помрут? Не все люди на базаре держатся. Да, в любой бедной стране все правильно. Все люди на базаре, правильно. Так, просто так написано получилось, что не все люди.
Возле базара все держатся, это правда, это действительно так. Но это вот ресурс, говорят, что у нас людей нет. Вот их надо как-то с этого базара-то доставать, где они пытаются прокормиться. И как-то в производительные сектора экономики переправлять. Обучать, что ли, как-то. Не знаю. Всем привет и всего хорошего. Да, спасибо, Максимилиан Генри Пилигрим. Методикал донат. По поводу чиновничества. Интересно рассмотреть психологию людей, которые делали государственную карьеру в разные эпохи. Интересно, как оно будет. Ведь фигура, скажем, губернатора совершенно лишена гламура и даже какой-нибудь минимальной солидности. Кто будет этим заниматься из поколения зумеров? Ну, наверное. Ну, кого-нибудь найдут. Не очень достойного человека какого-нибудь. Теперь. Да, это, кстати, серьезный вопрос, что некрасивая вещь. То есть, как бы, свобода и досуг гораздо важнее служения какой-то должности, потому что ты к этому делу привязан, тебя все пасут, каждую копейку твою проверяют, на каждый чих смотрят. Да-да-да, должность губернатора, она такая, некрасивая получается. Ну, посмотрим. Я постараюсь дожить. Я видел будущее, брат, там душегубство, арии по очереди братов Кармазов, мюзикл которого не сделали пока. Ну, не знаю. Ничего не могу сказать по поводу мюзикла по братьям Кармазовым. То есть до России Чечня не умела жить. Да. У них была нарисована некоторая картинка в нулевых годах про светлое дороссийское прошлое. А потом выяснилось, что это война всех против всех. Выяснилось, что закон, когда ты лично должен оплатить обиду твоего родственника, например, у тебя убивают какого-то дальнего родственника, а ты должен убить всех мужчин, родственников убийцы. Она страшная. И Чечня превратилась в некую зону войны всех против всех. Пока она жила на советских дотациях, советских, постхрущевских, им отдали Грозный, им отдали многие казачьи территории, когда их возвращали обратно, то было все хорошо. Но они нарисовали себе сказку про какой-то светлый первобытно-общинный строй там, из 19 века. А он был ужасен. Они просто этого забыли и этого на самом деле не понимали. И когда он хоть отчасти возродился в Чечне, все ужаснулись. Поэтому Ахмат Кадыров, он совершил тоже подвиг национальный. Во-первых, он спас чеченцев от уничтожения, а во-вторых, он вот просто вот герой, который понял, что это то ли феодализм, то ли первобытно-общинный строй, даже отчасти независимый. Это такое зло, хуже которого может быть мало что. И смог переключить Чечню вот на то вот это тоже не очень благоприятное состояние, в котором она сегодняшняя находится. То есть вот, естественно, Ахмат Кадыров национальный герой. Ротенберг – это человек с большой аккумуляцией капитала, личной преданностью ВП. В этом смысле определяю наших нынешних олигархов. Вот я в этом смысле говорю, что олигархов нет на сегодняшний день. То есть вот этой семибанкирщины, которая была в России в 90-х годах, ее нет, она закончена, истреблена. Кто из семибанкирщины вообще остался-то более-менее? Ну, пожалуй, что только Абрамович. Но он такой семибанкирщин был, самый дохлый. Смоленский нет, Гусинский нет, Березовский нет. Кто там еще был в семибанкирщине-то? Никого нет. Человек, который свою квартиру захламляет мусором и ложит в дома. Кто-то копил деньги, выехал в офшоры, нужно поощрять. Зачем? Ну, не знаю, да. Хороший, кстати, пример очень. Там же 900 миллиардов нашли бесхозных в Люксембурге по офшорам лежат. Их боятся все тронуть. И никто не знает, кто их собственник. Они просто там болтаются. Их номинальные директора этих офшоров люксембургские со страхов куда-то убежали, от них отказались, все забросили. И вот больше 900 миллиардов, представляете, то есть почти триллион денег, условно российских, большей части,
Они там вот бесхозные просто болтаются. Это вот как большой зал построить себе дворец, и вы как с точки зрения Артема Александровича забить его мусором всяким, крысами, там еще что-то, главную залу, всем прочим, и даже туда не заходить. А все потому, что деньги не пахнут. Да, деньги не пахнут. Я не знаю, через какие офшоры сейчас работают торговые сети, но ДСО большая часть налогов платилась на Кипре. Не знаю, по-моему, большинство они были голландскими офшорами. Вот они голландскими были в основном. То есть коррупция в результирующей сумме это лучше, чем ее отсутствие. Да, конечно, коррупция это здорово. Коррупция, она полезна. $1 ярд это даже не средний бизнес. Я вот насчет малого и среднего бизнеса вообще отменил все налоги, кроме 2% с каждой суммы. Ну, надо разбираться, да. Еще раз будьте все здоровы и богаты. Спасибо. В России жить тяжело, но можно устроиться. Ну, не знаю, как особо тяжело. Чего особо тяжело жить в России? Что не особо сложного-то? Ничего. Сейчас даже достаточно легко. К сведению. Первого. Но миллиарды рублей можно разбить на 100 лет вперед на месячный доход более 800 тысяч рублей. Ну, вот так как бы считать деньги в чужом кармане, я не знаю. Могут. В любой сфере что-то излишнее, то не здраво. То есть им банкирщина хуже, чем власть чекистов-силовиков? Нет, лучше. Смотря какая. Если нынешняя чекистов-силовиков такая вот державная, то лучше чекисты-силовики. Если вы имеете под чекистами-силовиками 30-е годы, то, конечно, банкирщина гораздо-гораздо лучше. Даже несравнимо. Или там этими комиссарами в пыльных шлемах из 17-го года, 18-го, там, времен Красного террора. Да вы что? Это такие милые люди, образованные, ну как типа Авина забыл. Образованные, умные в чем-то, несмотря на свои судимости, как у Смоленского. Гуманные, добрые. Это тебе не комиссары в пыльных шлемах. Ок, пусть им банкирщины нет, но лица со сверхкапиталами есть, иначе не могу называть. Капиталисты это архаика. Люди со сверхкапиталами есть, да, есть. Но они не олигархи. Коррупция это костыль, чтобы экономика вообще работала как-то при фашизме. Но тут, возможно, надо разделять коррупцию на каком уровне. На уровне постового, министра или пожарного инспектора или ГНК. В общем, мы с вами договоримся, что коррупция это добро, да. Пока нет эмиссионного независимого центра в РФ, коррупция это ржавчина, разъедающее общество. Не знаю. Коррупция это, если у тебя эмиссионный центр на Западе находится, коррупция это способ спрятать деньги от западного налогообложения, так бы так сказал. Если бы не чистки в 30-е, то мы бы сейчас по-немецки еще Урал ТРМ говорили в тряпочку. А непонятно, если бы не чистки в нулевых, в 17-18 году, может быть и немцы сейчас в основном все говорили бы по-русски. Напечатает Запад своих фантиков, все скупит, так сделал с индейцами. А у нас коррупция, поэтому он не скупит. Вот. Вот в чем уже способ таких вот этих институтов, типа того, что высшей школы экономики. Тебе, чтобы Запад что-то купить, у тебя должно быть оно упаковано понятной формой. То есть международная форма финансовой отчетности, всякое прочее. Должны быть менеджеры, совет директоров и так далее, и так далее. То есть все должно быть быть создано в привычных формах каких-то, а не каких-то там договоренности, красные директора и прочее, прочее. Иначе ты не купишь, ты просто не понимаешь, как это работает, как это вся эта штука устроена. Тебе должна быть искусственная вот эта прозрачность и никакой коррупции. Тогда Запад все это может купить за напечатанные фантики. А если у тебя коррупция, если у тебя непонятно, как что работает, ну, не так, как на Западе, то ты это не купишь. Оно просто не упаковано. Вот поэтому были такие специальные вещи, которые были созданы, типа высшей школы экономики. Его профессия, специальность была, это попытка упаковать все, что есть в России, на западный манер. И потом продать, купить, снова купить. На Украине скупил, смотрите внимательно. Ну да, потому что продавали. И вам результат. Игорь, найди лекция Федора Раззакова про чистки 30-х прошлого века. Чистили кланы, а не народ. Ну может быть, но и народ тоже чистили, что?
А не из коррупции сейчас в Донеччине нет воды. Нет, нет. Я же люблю устраивать стримы по воде. Могу и про это как-нибудь сделать, рассказать. Нет, 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 нет. Их проблема, общая проблема, она там такова, что там просто нет воды на юге. Рядом есть река Кубань, вот она не дотекает до своего устья не по той причине, что коррупция в Краснодаре, а потому что вся разбирается на орошение, на потребление города, которое растет стремительно, и на все остальные вещи. А доплывает уже до Азовского моря, как говорят сейчас, до Черного не доплывает. Только вот эти дренажные воды, которые через поля проходят, потом сливаются обратно, и таким образом и два доплывают до моря. Там просто нет воды. Вообще нет воды. У тебя есть там два источника, Дон и Днепр. Ты из Дона забрать воду не можешь. Если ты будешь забирать в тех, у которых есть дефицит этой воды, то у тебя Дон перестанет быть судоходной рекой, например. Просто перестанет. Будет как эта речка-то в Симферополе. Типа течет. Вот такой же будет Днепр. Ой, Дон. И эти советские власти понимали. Они понимали, что единственный источник воды для всей этой полупустыни, которую называют степью Донецкой, да еще до Донецкого края, это Днепр. Другого источника нет. И там было создано большое количество каналов. То есть Днепр-Донбасс-1, Днепр-Донбасс-2 и так далее, и так далее. По понятным причинам они не работают. И их как бы номинальный, который тоже не решает всех их проблем. Канал этот Северский Донец, Донецк, да, вот, значит, он тоже не работает. Он может давать какую-то воду теоретически. Водозабор там в районе Славянска у нас происходит. Но его мощность это ничтожного ручья тоже слишком мала. И в перспективе вся его вода не сможет обеспечить дефицит Донбасса. Вот у нас электростанции на юге России-то не строят. Знаете почему? Потому что в них вода нужна, воды нет. Мало воды. Как бы так. Поэтому пытаются решать проблему перекачки электроэнергии центрального региона России. А иногда это не получается по каким-то причинам. И возникает энергетический кризис, который был год назад. Помните его летом? Вот. То есть вот это большая проблема для всего Донбасса, что по большому счету у него единственный источник большой воды это Днепр. А из него сейчас воду качать нельзя, не получается. Можно качать непосредственно из Дона. Ну там что-то и качают, только по мелочам. Но для этого вам нужно воду перебрасывать уже в Дон из Волги. А Волга находится ниже по уровню, чем Дон. Поэтому нужно много электричества, чтобы эту массу этой воды в Дон из Волги поднять. И Волга сейчас тоже сильно обмелела. Поэтому есть советский пример, значит, советский проект. Он состоит в том, что воду из Вытигры, это приток Северной Двины, который по водности больше, чем сама Северная Двина. На ней город Сыктывкар стоит. Перебросить было непосредственно в Волгу. Но это вот такой глобальный проект. Ты либо качаешь воду из Днепра, либо ты качаешь воду, либо ты создаешь вот такой проект. Из Волги, из этого. Просто там кошмарно, сам по себе весь Донецк и весь Донецкий край, он дефицитен по воде жутко. Там можно локально улучшать работу, вот как с этим произошло с водоводом от Дона Донецк. Ну, это как в мертвом припарке. А вода реально у них только в Днепре есть, больше нигде нет. Ну так, объективно говоря. Поэтому воевать и воевать. Не будь в РФ сильные конторы КГБ, ФСБ, все бы скупили, заставили воевать с Китаем. Ну, наверное. Запад ничего не напечатает, долг переводил за 30 триллионов. Да и а чего, какая разница, напечатает. Когда еще были такие прецеденты, что в домах не было воды. Ну, вы знаете, я приезжал в Воронеж, в славный город Воронеж в 2005 или 2006 году. И у них примерно в 70% города вода подавалась там 2 раза в сутки. Притом это их была нормальная ситуация. Я говорил, а как вы так живете-то? А что такого? У нас весь город так живет.
слышал после этого, что эту проблему каким-то образом решили. Ну, вот я был у дяди, у него вода, например, была всегда. То есть были районы, где вода это была всегда, а в большей части города вот так. Утром давали и вечером. Пришел с работы, помылся там с утра, набирали воду в ванную. Это распространенная вещь. Вот я тоже аналогичную штуку спрашивал у людей на Кавказских минеральных водах, то есть в Железноводске. А что у вас такая погода, а садов-то нету? А у нас, говорит, воды нету. У нас периодически вообще нет воды. Распространенные вещи наблюдал в городе Черноморском и Межводном, поселке Межводном в Крыму в 70-х годах. То есть у них была очень распространенная вещь, что воду тоже не подавали. Не подавали в дома, ее не было в колонках. Единственное, куда подавали, это в школу, например. Тоже была вещь распространенная. То есть это на каждом шагу такое было. То есть тот же Крым он страдал от нехватки воды еще далеко в советские времена. И люди вот так жили. Появится вода, они что-то там набрали. Это распространенная вещь. Ну, конечно, такого беспредела, который сейчас творится в Донецке, и даже близко в том же Воронеже не было. И в других городах. Все-таки когда-то ее давали. Сейчас ее вообще не дают. То есть 2 раза на 2 часа в месяц в некоторых домах. Вот это все, что дают в воду на сегодняшний день. Пакетки с собственными фекалиями в мусорку вывозят, потому что канализация не работает. Сильнее контора ФСБ, только ФСО. Знаю, что говорят. Системная безопасность страны и ВВП оттуда назначили. Ну, не знаю. Пока печатают за обе щеки. В прошлом году для Европы $500 напечатали. Но это очень мало, полярда, если 500 миллиона. Они подают цифровую запись, еще сверху триллион выпустили евро. Триллион. За счет таких фантиков ведут войны по всему миру. От Украины до Сирии. РФ получает бабосеньки, продавая углеводы, а Запад рисует фантики. Об этом много писалось от Марса до Пелевина. Ну, в общем, да. Хорошо, нет воды из-за природы. Почему не возят цистерны? Возят. Почему цены взлетели на небес в воду, и коммерсанты сейчас делают большие деньги на воде? Не коррупция ли это? Ну вот не справляются там. Не справляются. Не хотят ехать туда. Риски большие. Дроны летают, еще что-то. Ситуация исключительно тяжелая в Донецке. И она, самое главное, ее проблема, что она безнадежна, она нерешаема. Это она на годы это растянется. Там очень тяжелая ситуация. Очень-очень водяная. И у нас много где. Там Краснодар у вас подрастет еще на 20%. Это как нефиг делать. Вот там у вас в Кубани вообще вода закончится. И Дон тоже близок, если его по-настоящему позволять воду всем брать оттуда желающим, кому она очень нужна, то и Дон течь не будет. Будет какая-то такая водная гладь несудоходная в Ростове-на-Дону, и все. У вас изменится этот статус Азовского моря, будет более соленая вода и так далее. Ситуация исключительно тяжелая. Исключительно. Это как бы средства массовой информации специально то ли не понимают, то ли не нагнетают, но ситуация с водой на юге отвратительная. Реальная пустыня. То есть это все вот эти многочисленные каналы из Днепра, которые строили там Днепр-Донбасс, Днепр-Крым, их строили не на пустом месте. Потому что Днепр там единственный источник воды. Воду Кропу не дают с Днепровской стороны. На Донбасс подводить. Там естественный наклон. А с Ростовской просрали Тимур Иванович. Трубы разных диаметров плохо стыкуются. Ну, может быть. Если реки мелевают, значит, наверное, готовятся к их растрескиванию, то есть расширение разлома под руслом. Ну, не знаю. Ну, в Волге очень мало воды. Вообще плохо все. Ну, в Петербурге хорошо. Как Нева течет, так и течет. Громадная река. Бесконечная река, бесконечные водные ресурсы фактически. И в Великом Новгороде хорошо, тоже течет здоровенная река Волхов. И в Пскове. На северо-западе чудесно. Я всегда, вот когда по Карелии, по лесам бегал, ну, водопады искали, там такие быстрые реки текут. И ты понимаешь, что да, была водная блокада Крыма, что фактически вот одна такая небольшая речка в Карелии, она бы, конечно, весь Крым бы напоила и осчастливила. Но она в Карелии, а Крым в Крыму.
Страну может улучшить медленным мучительным выкорчевыванием, наследником святых 90-х, всяких семейных языцев олигархов. Но я не думаю, что их надо выкорчевывать. Я не думаю. Я думаю, надо понять и простить. Это точно. Согласно реформе, а не революциями, укропы в пример. Ну да. Я не пойму, как так вы осуждаете и допускаете ситуации, или это допустимая ситуация в Донецке с водой. Я просто хочу сказать, что ничего сделать нельзя пока. То есть у тебя единственный способ этот вопрос решить, и то не сразу. Это дойти до канала Днепр-Донбасс нашей армии, и потом начать его реконструировать. Ничего сделать нельзя. Но ситуация исключительно тяжелая в Донецке с водой. Просто ад, просто. По вашей информации, людям затопление Ровска за имущество выплатили компенсации? Я ничего не знаю. Ничего не могу. У меня никакой информации нет. Я там не был. Конечно, на затопление Ровска я слышал. То, что там дамбу размыло. Что там выплатили, кто выплатил, ничего не знаю. Если взять удастся Южную Пальмиру, то именно эта агломерация станет третьей по населенности в РФ. Ну, в общем-то, да. Ну, фрик ее возьмешь. Но она была четвертым городом страны империи, да, помним эти вещи точно. То есть третьим был Варшава, а Одесса была четвертым городом. И тоже бурно развивалась. И вроде вода даже есть какая-то. Пад, смотри, ТЦК, удев Тверь стучит. Может попробовать проблему Донецка при помощи коррупции решить? Ну вот, наверное, надо при помощи коррупции как-то решать. Пан, ты идиот, пишут они. Ну, сейчас давайте проверим, пришло ли мне чего-нибудь. Да, спасибо. Вот, ну у меня вот, сейчас я еще посмотрю. Вот, здесь у меня есть несколько человек. Значит, это Методикал у нас лидер стрима Дмитрий Б. И у нас еще был донат. Сейчас скажу, кто сказал. Алексей Г. написано. Вот. То есть у нас три человека, 3 донатора, так что спасибо им большое за этот стрим. Вот, а мы будем отключаться. Вы верите, Игорь, что наследники семейных олигархов, как наследники революции, как Гайдар и Куджава, переродились в Либерду? Нет, не верю. Плевать, какие у них взгляды. Спасибо еще раз за стрим. Да, спасибо. Хорошо, проблема есть в Донецке. Может организовать системную работу по доставке воды, может коррупция поможет хотя бы наладить стойкую организованную работу. Но я думаю, этим вопросом люди занимаются. Люди этим занимаются. Ну, помните же, была несколько лет назад и большая проблема в Крыму. Там раз в 7 лет и большие засухи. У нас везде большая проблема по всему югу России. Ну, за исключением Сочи, где опять-таки куча воды и непонятно, что делать. Но она там течет, бурлит, сливается в Черное море. Если бы эти ресурсы тоже как-нибудь из реки Мзымты перекачать куда-нибудь там, в тот же самый Краснодар, ну ведь не перекачаешь, не говоря уж о Донецке. Еще можно сделать однозначный прогноз, что Узбекистан станет через 30 лет для РФ важнее Казахстана. Если Афганистан достроит свою систему каналов, которую он хочет, весь Узбекистан переселится в Россию уже лет через 5-10. Потому что воды там не будет совсем. Так же, как и здесь. Люди занимаются тем, чтобы создать эту ситуацию, а потом нажиться на этом. Вот этими людьми занимаются. Нет. Там же какие-то проблемы с этими, с водоносными слоями, то есть какие-то бывают засухи. Как в Крыму, там реальная засуха бывает раз в 7 лет. Но она просто вообще мертвая. Ну говорю, что фундаментально эта проблема решается только российской армией, может решаться. То есть выходу к ответвлению Крым-Донбасс, вот этих, Крым, Днепр-Донбасс, к вот этим 2 каналам, к ним они доходят. И все. Это очень не скоро. То есть это вот большая фундаментальная проблема там, что воды нет.
Там какая-то речка течет в Мариуполе. Вот. Там воды хватает еще в некоторых местах. А на всем вот этом Донецком кряже, то есть наверху, воды нет. По всему югу нет. Даже если вот да, ростовская агломерация, люди думают, что у них есть вода, ну река же все же, то очень запросто она выпивается мгновенно. А если коррупция выкачивает деньги на Запад, потом будет выкачивать в Китай, это как? Да, коррупция не обязательно она выкачивает деньги на Запад. Коррупция и выкачивает, и откачивает, что только не делает. Вот в центральный район Донецка и завозят и продают, окраины только страдают. Да, и завозят и продают, и говорят очень дорого. Я вижу, как получается, по делам узнаете их. Да, вода не проблема, способность что-то организовать, вот это настоящая проблема. Ну вот развитый путинизм показал, что он может организовывать все, что угодно, и на очень высоком уровне. Что уж этого вот от них не отымешь. И перестраиваться, и учиться, и обучаться, и так далее, и так далее. Ну все, спасибо большое. Ну вот такой был политический стрим. Вот, завершаю трансляцию. Спасибо.